Друзья, всем огромнейший привет! Я рад приветствовать вас у меня на канале Pitstop Авторемонт, где мы занимаемся ремонтом электрооборудования автомобилей, поиском неисправностей, чип-тюнингом, где я показываю в деталях, как заниматься чип-тюнингом, как считывать, как подключаться к блоку управления двигателем, как считывать, как записывать. То есть на моих примерах можно смело начать заниматься чип-тюнингом. Если у вас есть какие-то вопросы по любой из данных тем, либо схемы, мануалы, пишите в комментариях под любым видео, и я обязательно вам помогу. Сегодня мы рассмотрим, скажем так, немножко новое направление у нас на канале, но всем довольно-таки знакомое. Это корректировка одометра автомобиля. Будем делать на примере вот такой вот, скажем так, уже старенькой переборки Nissan, от автомобиля Nissan. Вот ее маркировка. То есть какая цель ролика? Научиться считывать пробег с приборной панели, его корректировать в меньшую большую сторону, то есть научиться им управлять. И хочу сразу сказать, что этот пример подходит не только для вот таких вот старых приборов. Нету разницы, или у нас вот такой вот маленький дисплейчик, или у нас уже большой цветной дисплей, да, бортовой компьютер. Без разницы. То есть по этому примеру можно смотать одометр практически на 80% автомобилей. И перед началом хочу сказать сразу, что мое отношение к данной теме смотки одометра — это сугубо личное дело каждого автовладельца, либо перекупщика, который заказывает у вас эту услугу. На себя никакой ответственности я не беру за смотку одометра и в принципе не чувствую угнетения совести. То есть мое мнение по этому поводу следующее. Если завод, который производит оружие, да, он не считается убийцей. Поэтому если вы заказываете у кого-то смотку одометра и потом пытаетесь продать этот автомобиль клиенту и начинаете ему рассказывать, что пробег у вас родной, вот, значит, этот человек считается нехорошим, да. Ну и мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Мы давайте приступим. Для начала, значит, нам нужно на задней части разобрать вот эти вот, открутить все винты. И далее приступим к разборке передней части. Потому что приборку нам нужно разобрать полностью, оставить только одну плату. Ну что ж, поехали, давайте начинать. Ну что ж, заднюю часть платы мы освободили. На ней мы видим микропроцессор. И в принципе сзади у нас больше ничего нету, кроме лампочек, дорожек и так далее. И еще два разъема подключения самой приборной панели. Значит, то, что нам нужно, где мы будем, вернее, считывать всю информацию, находится с обратной стороны. Поэтому снимаем стекло. Оно сидит вот на таких вот защелках. Отщелкиваем все аккуратно по кругу, чтобы ничего не сломать. Сделать это можно даже без отвертки, просто руками.
И сразу же повторюсь, по такому примеру можно смотать пробег на 80% автомобилей. По такому же самому примеру сматывал пробег на Land Cruiser 200 без проблем. Все получилось. Но что касается, к примеру, BMW, там уже будет все немножко сложнее, поскольку на автомобиле установлен там еще блок CAS, в котором тоже записывается пробег. Но об этом поговорим немножко позже. Вот, собственно, мы разобрали уже переднюю часть приборной панели. Далее нам необходимо снять все шкалы, стрелки. То есть мы видим здесь вот такие вот маленькие болтики, их нужно будет тоже открутить. Поэтому для начала снимаем стрелки. И если вы делаете это впервые, то лучше всего сделать фотографию расположения стрелок, как они стояли до этого. Потому что мы видим, на спидометре у нас есть ограничитель вот такого вот рода. То есть стрелка у нас ниже не упадет, и мы ее точно так же вставим. А что касается температуры, то у нас стрелка доходит тоже до минимума, упирается, но здесь уже нету никакого ограничителя. То есть нужно ее выставить точно в таком же состоянии. В общем, сейчас снимаем стрелки и откручиваем вот эти вот все болтики. А вообще, по моему мнению, каждый автодиагност, автоэлектрик должен уметь делать вот такие вот все процедуры, поскольку очень часто бывает, что автомобилю требуется замена приборной панели. Ну и, соответственно, на новую никто не меняет. Приходится ставить бэушную. И нужно перенести показания одометра из родного щитка уже на тот, который мы устанавливаем. То есть не всегда вот такого вот рода действия делаются только для того, чтобы смотать одометр. Вот практически мы уже добрались, нам осталось только снять белую вот эту вот крышку. Аккуратненько извлекаем. Оставляем в сторону. Значит, как мы видим, в принципе, приборная панель очень простая. Здесь ничего такого нету. С обратной стороны все точно так же. И теперь нам нужно найти, где у нас расположена память EEPROM. Значит, зачастую она всегда находится недалеко от самого микропроцессора. Как мы видим, с этой стороны нету, но с обратной стороны, то есть вот я поставлю палец, с обратной стороны мы видим вот еще одну микросхему. В принципе, больше нигде на плате ничего подобного нет. Начал я забивать эту информацию. Вот мы видим ее номер. По этому номеру абсолютно никакой информации в интернете я не нашел, никакого даташета, абсолютно ничего. Что это за микросхема, за что она отвечает, непонятно. Плюс еще и номер такой. И в принципе расположение ножек тоже не очень таки похоже на EEPROM-ку. Но да ладно. Потом уже спустя там некоторое время поисков нашел я все-таки на одном из форумов информацию, что S220 равно S221, это наша микросхема, и равно EEPROM 93C56. Значит, сейчас ее выпаиваем и будем подключаться к программатору. Программатор у меня новый, это немножко обновочка на канале. Сейчас его продемонстрирую вам его в работе. Значит, друзья, поскольку у меня нету паяльной станции сейчас под руками, но я думаю, это нам не помешает записать ролик, проделать всю процедуру. Использовать буду вот такой вот простой паяльник. Думаю, с помощью него у нас получится все сделать. Обычный припой. Обычная канифоль и припой.
Еще нам понадобится для удобства вот такие вот щипцы для извлечения микросхем с платы. Ну, использую, в принципе, их с работой в паяльной станции. То есть мы сначала зафиксируем чип, когда мы уже его нагрели до того состояния, что его уже можно извлекать. Мы просто подтягиваем его и все, извлекаем с платы. Значит, сейчас будем делать все то же самое, только с этой стороны будем держать щипцами, придавливая микросхему, а с обратной стороны будем ее выпаивать. Как вы видите, вот здесь вот находятся ножки нашей промки, 4 с этой стороны, 4 с этой стороны. Ну и ждем, пока нагреется паяльник, и приступим. Ну что ж, друзья, приступим к процессу выпаивания нашей микросхемы. Ну и пока я буду это делать, хотелось бы несколько слов сказать о самой работе автодиагноста. Сказать то, что, ребят, всегда нужно учиться, узнавать что-то новое, не бояться что-то делать, поскольку в этой работе очень важен прогресс, и клиенты хотят, чтобы в одном месте они смогли сделать все то, что им необходимо. Поэтому постоянно приходится докупать оборудование, постоянно, и заниматься даже вот такого вот рода делами. Кто-то считает таких людей нехорошими, да, кто-то их осуждает. Ну, ребят, я отношусь к этому как к работе. И еще раз говорю, что не чувствую ничего при этом плохого. Пускай совесть мучает тех перекупщиков, которые уже непосредственно впаривают такие автомобили честным клиентам. С паяльной станцией, конечно, было бы попроще, но извините, пока так. На дому паяльной станции нету. Поэтому, скажем так, чем богаты, тем и рады. Ну а вообще выпаять паяльником не так уж и просто, но нужно просто быстро разогреть дорожки. Все вместе для того, чтобы микросхема у нас вышла одновременно. Что мы сейчас, собственно, и сделаем. Нужно иметь мощный паяльник, который нормально разогревает, иначе успеха не видать. Ну вот и все. Сняли мы нашу микросхему. Вот она у меня уже в руках. Ну а сейчас подключим программатор. Покажу, чем мы будем считывать, какой программой. Буду использовать вот такой вот программатор. Это Mini Pro. Довольно-таки сильная вещь. Это недавно его приобрел. Вот так вот он выглядит. Если нужно будет, сделаю на него отдельный обзор, как пользоваться. Ну а нам для этого действия понадобится только сам Mini Pro и кабель USB. В комплекте идет очень много разных переходников, как мы видим здесь. Куча, еще есть куча вот таких вот разных. То есть еще в двух коробках здесь есть тоже переходники. Ну, в общем, комплектация довольно-таки богатая, но возможно мы это рассмотрим, но уже не в этом ролике. Значит, и теперь давайте поговорим об альтернативе, чем мы еще можем считать данную EEPROM-ку. В принципе, продаются такие вот маленькие USB адаптеры, программаторы.
На Алиэкспрессе они тоже есть, стоят пару долларов, которыми, в принципе, тоже можно считать EEPROM вот такого вот рода. И сейчас поговорим о расположении, как ее правильно установить в сам программатор. Сейчас я вам наглядно это все покажу. То есть вот таким вот образом мы устанавливаем нашу EEPROM в программатор. Как мы видим, здесь внизу есть рисунок, на котором у нас есть вот такая вот выемка, да, точно такая же у нас есть и на микросхеме. То есть вот так вот мы ее устанавливаем без каких-либо переходников, без ничего, прижимаем и зажимаем фиксатор. Все, в принципе, программатор можно подключать уже к компьютеру и считывать информацию. Значит, друзья, запускаем нашу программу. Как видите, ее название есть вот в верхнем левом углу. Далее нам необходимо выбрать микросхему, с которой мы будем считывать всю информацию. То есть я уже ее выбрал. Вот она у нас 93C56. Нажимаем Select. Далее вот все у нас подключено. Программатор, все та же микросхемка. По USB подключили к ноутбуку. И нажимаем Read, чтение. Вот у нас показывает расположение нашей микросхемы. Мы нажимаем чтение. Все, как мы видим, read finish, то есть считывание завершено. Все очень быстро происходит. Ну, в принципе, там памяти-то мало. Но суть не в этом. Теперь смотрите, нам нужно этот наш дамп сохранить на компьютер. Назовем его Nissan Orig, то есть оригинал. Сохраняем. Окей. Далее. Что мы делаем далее? Далее нам необходимо открыть калькулятор. Значит, открываем наш файл, который мы сохраняли перед этим. Вот мы видим наш все тот же дамп. И теперь нам необходимо, значит, из всего списка автомобилей выбрать Nissan. Это у нас Альмера, если я не ошибаюсь. Альмера, да. Открываем, мы видим 100 тысяч 18 километров. Давайте теперь попробуем, к примеру, сделать 200. 200. Нажимаем применить. Дамп ОК. Точно так же его сохраняем. Под таким же названием заменяем его, поскольку тот нам уже в принципе не нужен. И теперь с помощью нашего программатора, а здесь нам еще нужно, значит, открыть уже нашу новый дамп с пробегом в 200 километров, в 200 тысяч вернее. Открыть. Окей. И нажимаем программирование. В это время смотрим на наш программатор. Лампочки заморгали. И прошивка у нас, запись у нас закончена. Ну что ж, теперь давайте извлекаем. Отключим сначала программатор, извлекаем с него нашу микросхему и сейчас впаяем. Я подключу блок питания, покажу пробег на данной приборке. Ну что ж, друзья, запаял я обратно нашу микросхему. Теперь нам нужно далее
включить наш лабораторный блок питания, подать на него 12 вольт. И будем использовать вот такие вот проводочки. С одной стороны бананы, со второй стороны крокодилы. Для того, чтобы подать питание на саму плату приборной панели. Чтобы проверить километраж. В общем, подключаем плюс, подключаем минус. Далее нужно обязательно найти распиновку вашего разъема, где у нас куда подаются плюсы, куда минусы. В моем случае на вот эту вот ножку мы подаем минус, и на вторую ножку слева мы подаем плюс. Подключили нашу приборку, и давайте ее перевернем, чтобы посмотреть наш пробег. Пробег у нас 200 тысяч, 41 километр. Сейчас проделаем всю ту же самую операцию и сделаем на ней пробег, к примеру, 80. В общем, снова выпаиваем нашу EEPROM-ку. И сделаем, как я уже сказал, где-то в районе 80 километров. Ну что ж, друзья, после снова проделанной информации мы видим пробег 79 997. Вот таким вот нехитрым способом, но довольно-таки эффективным, мы смогли изменить показания одометра автомобиля. И хочу сказать, что если вы хотите на этом подзаработать денег, либо вам нужно при замене приборки на автомобиле поменять показания одометра, то пишите в комментариях, свяжемся с вами. Если у вас нету калькуляторов, скиньте мне ваш дамп, я вам откорректирую на любой автомобиль. То есть, если нужна любая информация по автомобилям, будь это схемы, электрооборудование, мануалы по ремонту, помощь в чип-тюнинге, в прошивке, калибровке, все, что вам необходимо, пишите, будем вместе делать. Ну и не забываем подписаться на канал, поставить лайки, поскольку это все делается для вас, чтобы помочь вам заработать еще больше денег и предоставить еще больше возможностей своим клиентам, ну либо же тем автовладельцам, которые прям вот очень любят поковыряться в своем автомобиле. Повод для того, чтобы чем-то заняться. Ну, а на этом у меня все. Всем огромное спасибо. Пока.